Всем привет! Меня зовут Катя, и я рада, что вы заглянули на мой творческий канал. Сегодня будем делать вот такую несложную цветочную композицию. Для начала понадобится какое-нибудь кашпо. Можно взять уже готовое или сделать его самостоятельно. Я взяла одноразовый пластиковый контейнер и, чтобы его укрепить, оклеила стенки газетами. После высыхания клея крашу текстурной краской. Ее очень просто сделать, просто надо добавить к акриловой краске немного соды. Крепить декор буду на кусочек пенопласта, который я обернула гофрированной бумагой. Для цветов мне также понадобится гофрированная бумага, но уже более плотная. Я использую бумагу итальянского производства плотностью 180 грамм. Для удобства нарезала ее на полоски приблизительно 2,5 на 5 сантиметров. Складываю втрое и вырезаю каплевидные лепестки. Каждый лепесток немного растягиваю посередине, чтобы придать изгиб. Для каждого цветочка мне понадобится склеить веер из 4 лепестков. К нижнему краю приклеиваю одну тычинку. И после этого соединяю первый и последний лепесток. Скручиваю по несколько цветочков между собой, формируя маленькие веточки. Нахожу на Pinterest деревянные заготовки в форме курочки. Прикладываю лист прямо к монитору и перерисовываю силуэт. Этот уже срисованный шаблон оставлю в описании под видео. Вырезаю силуэт из гофрированного картона. А чтобы придать объема, склеиваю 3 слоя между собой. Выравнивать поверхность буду шпаклевкой на акриловой основе. Срезы картона также надо тщательно зашпаклевать. А после высыхания зашкурить неровности мелкозернистой наждачкой. Красить буду акриловой краской. К белому цвету добавляю зеленый и желтый строительный колер. Этот же оттенок добавляю и на кашпо. Добавляю немножко черного и также наношу полусухой кистью. Так как композиция будет в желтом цвете, гребешок и крылышко тоже решила покрасить желтым. Смешиваю салатовый оттенок и крашу второе сердечко. Добавляю обводку желтым перламутровым контуром.
А пока краска сохнет, из ивовых веток плету венок в форме яйца. К нижней части прикручиваю проволоку, с помощью которой креплю венок к пенопласту. Вдоль бортика приклеиваю пучки сизаля. Еще свою композицию буду украшать пенопластовыми яйцами. Проволоку тейпирую коричневой лентой, чтобы она подходила под веточки. Вставляю проволоку в пенопласт, а в некоторых местах приматываю ее тонкой проволокой к самому венку, потому что клей в этих местах будет сильно заметен. Кашпо украшаю кружевными лентами. А между ними вклеиваю репсовую тесьму. Пустые места на композиции заполняю мелкими пластиковыми цветочками. К самому венку можно клеить декор только после того, как веточки хорошо просохнут. Потому что, как вы знаете, термоклей не держит влажные поверхности. Спасибо за просмотр. Поддерживайте видео лайком, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И я совсем ненадолго с вами прощаюсь. Увидимся уже совсем скоро.